Сегодня я хочу рассказать о старом средстве от кашля и быстром. Для этого нам понадобится только сахар, но еще, правда, огонь. Набираем сахар, здесь у меня столовая ложка, и идем к плите. Я об этом средстве вспомнила, когда начали писать наши подписчики комментарии под бананом от кашля. Скидку я вам ссылку потом дам под видео. Я вспомнила, что действительно мне бабушка делала это средство от кашля, что-то я подзабыла. И вот решила напомнить и себе, и вам о нем. Сахар я специально купила такую сковородочку маленькую, чтобы удобнее было. Раньше не было сковородки, делала и в ложке, и даже в черпаке очень удобно. Все равно потом переливаем, чтобы оно застыло. Или на тарелку можно, или оставлять в ложке можно, просто как леденец использовать. Я размешиваю сахар. Размешиваю, пока он полностью не растворится и не получится действительно не как конфета коричневый светло, а как должен быть жженый сахар, такой темно-темно-коричневый. Когда его кладешь в рот и начинаешь как леденец использовать, он действительно горечь дает. Но, знаете, кашель очень хорошо проходит. День-два. Даже в этот день, когда начинаешь его использовать, кашель уже легче дышать становится организму, легким нашим помощь. Вот видите же, кристаллизуется сахар. И доводим его до темного цвета, почти черного. Если его не размешивать, получается, по краям он горит, а в середине дольше плавится потом. Он сейчас весь растворится у нас. И будет у нас леденец, домашний леденец от кашля. Вот так. Видите, сахар уже почти растворился у нас. Уже становится коричневый. Но это еще пока и сахар не растворился полностью, и цвет у нас не тот. Он должен быть темный-темный. Вот как, видите, уже капелька сгорела. Сахарок там был. Вот такого приблизительно цвета он должен быть. Наш леденец. Я просто хочу вам показать, что это действительно так делали. Ну, делали мы на ложках. И мне давали, помню, бабушка делала в ложке. Я вылизывала его. И очень хорошее. Ну, конечно, хорошо. И банан очень хорошо от кашля помогает. И это средство. Можно в компоненте использовать и то, и то. Дети, конечно, не любят сильно, когда горечь, но и себе, и детям, мне кажется, стоит делать такие вещи. Тем более это не напряг. Сахар в каждом доме есть. Можно делать. Не надо бежать в аптеку. Не надо стоять в очереди. Вот уже темнеет. Мы еще немножко доработаем до темного цвета. И теперь я придумала, у меня есть для выпечки такой коврик. Я вот середину тарелочки просто делаю, чтобы не выливалось. Можно вдвое, в одну. И на середку выливаю свой леденец. Видите, какой темный цвет? Он такой должен быть, как сгоревший сахар. И дать ему полностью остыть. Можно на тарелочку просто, но тогда сложнее просто отделять его. Даем остыть полностью. Пока леденец наполовину не застывает, можно палочкой вот так просто сделать полосочки. Тогда легче будет его ломать. И отсоединяем от коврика. Видите, какой он темного цвета получается. И ломаем теперь на такие леденцы.
Я не знаю, что вам сказать об этом чудодейственном средстве, но оно действительно действует. Действительно кашель проходит. Так что я не могу понять этого феномена. Но хочу посоветовать его вам. Слаживаем, складываем в рюмочку и употребляем в течение дня. Пожалуйста. Самое главное, конечно, не болейте. Будьте всегда с нами.